Дорогие женщины, подписчицы моего канала, я поздравляю вас с 8 марта, с нашим замечательным женским днем. Хочу пожелать вам всегда оставаться красивыми и молодыми, несмотря и вопреки. И сегодня я открываю еще один домик на улице Мусина-стрит, Flowers, цветы. Поэтому этот ролик для вас. Будьте королевами и создавайте свое царство сами. А я покажу вам, как легко и просто вы можете сотворить красоту, украсить свое пространство и просто поднять себе настроение. Наверняка вас одарили уже подарками, и ваша комната благоухает ароматами весенних цветов. Нарциссами, гиацинтами, тюльпанами. Да, тюльпаны – мои любимые цветы. Не знаю почему, но у меня есть стойкое ощущение, что тюльпаны очень похожи на мое имя. Тюльпаны, Татьяна. Ну, наверное, так слышит меня мой музыкальный слух. Не знаю почему. Когда нам дарят подарки, нам хочется на них смотреть, не так ли? Сейчас мы составим композицию, где мы совместим и ваш подарок, и цветы. Уверяю, что такой подарок будет очень долго вас радовать, а человек, который подарил вам цветы или подарок, оценит вашу заботу о подаренном и восхитится вашим талантом. Допустим, вам подарили парфюм. Вот смотрите, у меня есть такой прекрасный фарфоровый башмачок, и мы поставим наш парфюм в этот башмачок. Вот это и будет центр нашей композиции. Итак, что нам понадобится? Первое – флористическая пена. Только имейте в виду, что она бывает двух видов – для искусственных цветов и для живых. Возьмите, пожалуйста, для живых. Флористическая пена. Разделочная доска. Вот такая пленка. Дальше пищевая пленка. Вот такие стержни, ну, деревянные, они продаются тоже во флористических отделениях. Дальше нам что-то нужно, чтобы закрепить нашу композицию. Это пластилин, да, флористический пластилин. Дальше нам понадобится секатор, кусачики, ножницы, мох, вот такой искусственный мох. И, собственно, основа для нашей композиции, куда мы и будем ставить нашу композицию с цветами. Да? Вы можете выбрать любую красивую вазу, кашпо. Главное, чтобы оно не протекало. И поддон с водой. Можем начинать. Вначале мы берем пленку, отрезаем. Ну вот примерно такое расстояние. Это будет наша защита от протекания. Мы положим эту пленку на дно нашей тарелки. Так, ну если в вашем случае это будет кашпо или красивая ваза, соответственно, кладите туда. Вот сложим в два слоя, пока положим вот по полному размеру тарелки, потом это все обрежется, ничего страшного. Пока мы положили ее сюда и отставляем в сторону, она нам скоро понадобится. Все, мы подготовили. Берем нашу емкость с водой и вот сейчас я вам расскажу маленький секрет. В эту воду, пожалуйста, не пожадничайте, а положите, всыпьте сюда, вот это называется питание для цветов. Вот мы сделаем воду специальную, в которую мы погрузим флористическую пену. Вот для чего она нам нужна. То есть тогда наши кирпичи флористической пены будут пропитаны не просто водой, а водой с питанием для цветов.
Так, вот берем первый кирпич и погружаем в воду. Пускай он пропитывается, а мы подготовим пленку для того, чтобы он не слишком протекал, чтобы воды не было много на блюде. Мы его завернем в пищевую пленку. Вот это второй лайфхак. Так, ждем, когда он пропитается. Он впитывает в себя очень много воды, поэтому воду придется добавлять в лоток. Вот можно несколько раз его вот так повернуть, чтобы он хорошо пропитался. Он очень быстро в себя впитывает воду, очень быстро. Все, я думаю, достаточно. Так, кладем и обматываем его пленкой. Все, готов. Так, кладем на нашу основу. Так, есть. Дальше мы должны сделать примерку. Сколько примерно нам нужно пены для второго яруса, чтобы наша замечательная туфелька с парфюмом находилась на втором ярусе. Ну вот, хватит столько? Я думаю, хватит. Вот. Так, вот тогда мы берем и отрезаем вот ровно столько, сколько нам нужно. Вот. То же самое. Напитываем нашу пену водой. Отставляем пока основу. Напитываем водой. Вот видите, вода уже прям на глазах впитывается в пенку. И прям видно, как он наполняется водой. Так. Вот смотрите, чтобы не оставались вот таких вот пространства не оставались. Значит, закрываем пленкой наш второй ярус. Теперь нам понадобятся наши замечательные палочки, которыми мы что сделаем? Мы соединим все наши блоки, чтобы они не распались. Прекрасно. Вот теперь все хорошо. Вот такая получилась у нас основа для композиции. Основа нашей композиции в розовом цвете. И, скорее всего, я предпочту розовые тюльпаны. Ну вот мне хочется сделать такую монохромную композицию. Хотя вы можете взять и использовать любые цвета, любые цветы. Это сообразно вашей фантазии. Все равно получится красиво. Итак, друзья, для чего нам понадобился флористический пластилин? А вот для чего. Для того, чтобы закрепить нашу замечательную туфельку. Вуаля!
получилось. Конечно, я не профессиональный флорист, я просто очень люблю красоту и хотела сделать вам подарок. Если вам интересно со мной, пожалуйста, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пишите свои комментарии. Воспользовались ли вы моим советом и какие композиции вы сделали, соединив свои подарки и цветы?